Ужасы таятся во всем, что нас окружает. Каждый уголок интернета пропитан темнейшими страхами. Я знал, что не смогу познать их всех, но и не мог позволить себе сдаться. Только не так. Бумага проклятого писания, космическая пыль, свинцовая дробь, неразложившиеся зубы и жестяной хлам. Совместив эти нечистоты, я получил действительно тревожную комбинацию. Именно так был создан Dreadlist! Приветствую вас, зрители! В этом видео я покажу вам серию мини-обзоров на самые интересные хоррор-игры, в которые мне довелось сыграть в последнее время. И начну я сразу с горяченького. Голоса из бездны! Voices of the Void — это уникальный проект, хотя вы сами уже все видите. Это пикселизированная игра на Unreal Engine, которая полностью пародирует Source и Garry's Mod в том числе. Звуки, физика, предметы, целые карты — все пропитано концентрированным духом Garry's Mod. Почему? Да просто так. Разработчику нравится Garry's Mod, вот он и сделал свой Garry's Mod. Зачем весь туториал выглядит как лиминальные пространства? Потому что разработчику нравятся лиминальные пространства, дурачок. Зачем задавать такие глупые вопросы? И вот таких почему и зачем на всю игру бесчисленное количество. Зачем тут прямые отсылки на SCP? Почему самый дорогой предмет среди еды — это колоссальный мясной шарик с шведским флагом? Какого хрена в лесу я нашел постер с космическими фури? Voices of the Void — это термоядерная смесь из всего, что мне нравится в играх. Экспериментальный подход к хоррору, уникальная аудиовизуальная составляющая, миллион бесполезностей, от которых тепло на душе. Сама игра как будто это одно большое любовное послание всему хоррор-жанру. И все же игра мне не очень понравилась. Я сам не верю себе, когда произношу это вслух, но давайте углубимся в игру. Вы доктор Келл. Ваша задача — находиться в обсерватории и сканировать сигналы, исходящие из космоса. Работать приходится далеко не в идеальных условиях. Здесь все тотально засрано. Но нет ничего, что не сможет исправить губка. Ну, или в моем случае мусорный угол, мистическое пространство, в котором скопились все нечистоты станции и угрожающе смотрят на меня. Пока что звучит просто, не так ли? Самое время сесть и найти свой первый сигнал. А вот хрен вам! Карта игры титанических размеров. В этом поле на миллиард гектаров вам нужно находить сломанные сервера, решать математические задачи из первого класса и возвращаться обратно на станцию. Ну вот, теперь-то можно приступить к интересной части. А, нет, генератор сломался. Выходите на улицу и пробегайте еще миллион гектаров. А, стоп! Ты упал в обморок, ты что, забыл? Ты доктор Келл. А у доктора Келл в жизни всего 3 цели: спать, жрать и ломать каждую кость в своем стеклянном теле от прыжка на 1,5 метра. И на этот раз ты забыл пожрать. Хорошо, поем пищ-паёк, думаешь ты, но иди нахрен. Доктор Келл жрала пищевые пайки в течение последних 3 дней, и новая порция тупо не лезет в горло. Новую еду без электричества ты, естественно, заказать не сможешь, поэтому медленно и мучительно ползи до генератора, пока твой персонаж будет падать в обморок каждые 3 секунды, в надежде, что прохладные объятия смерти наконец-то закончат эти муки. Не волнуйся, доктор Келл, не закончат. По моему опыту прохождения Voices of the Void, в игре нет почти ничего, что может вас убить. Вообще всему насрать на главную героиню. Страшный монстр в лесу боится ее сильнее, чем она его. Разноцветные огоньки гаснут, как только она подходит. Невидимые фури дают ей пощечину и сбегают. Только желтой сфере не насрать на тебя. Спасибо, желтая сфера. Очень круто. Когда дело наконец-то доходит до самой интересной части, а именно до нахождения сигналов в космосе, то оказывается, что на первых уровнях процесс получения одного сигнала занимает где-то 10 минут реального времени, а когда ты его наконец-то получишь, окажется, что голос из глубин звучит как... И ведь сам геймплей поиска сигналов очень интересный. После прокачки мощности компьютера вы сможете очищать сигналы от лишних шумов и получать как обычные звуки космоса, так и совершенно безумные сообщения. Вот, например, один из моих любимых сигналов — черная дыра, которая окружена странными кольцами.
Бытует версия, что это стабилизаторы для кротовьей норы. Также есть предположение, что это сфера Дайсона. Технология для превращения звезд в источники энергии. Только на этот раз нечто более крутое, берущее энергию прямо из черной дыры. Интересным этот сигнал делает далеко не только картинка. Послушайте, как он звучит. Это музыка? Как будто ангельский хор. Я видел теорию, говорящую о том, что вся эта мелодия написана в тональности ре, а единственный сигнал, который мы в реальности получили из черной дыры, был звук в тональности ре. Правда ли это? Не. Я даже не представляю, откуда была взята информация про звук черной дыры и тональность ре. Мы фото-то только пару лет назад смогли сделать, а звуки даже речь не идет. Все, что у нас есть, это вот этот страшный звук от НАСА. Исходит ли он именно от черной дыры, мы не знаем. Но, согласитесь, теория звучит круто. На самом деле, весь 5-минутный сигнал — это последние минуты альбома Everywhere at the End of Time от Caretaker. Тот самый, который... Весь альбом повествует о прогрессировании деменции и потере воспоминаний. Последние минуты альбома — это правда ангельский хор, показывающий то, как ангелы собираются вокруг постели умирающего от болезни человека. В этом контексте сама черная дыра внешне начинает напоминать библейских ангелов, престолов, которые, судя по описанию, выглядят как нечто, состоящее из колец или так называемых колес, которые покрыты несчисленным количеством глаз. И ведь... правда поэтично. Ангелы, провожающие человека в конце его жизни. Черная дыра, которая сама по себе является неким концом вселенной. Красиво и завораживающе интересно. Ради таких моментов и стоит играть Voices of the Void. В целом, первые часов 10 игра пугает и затягивает. Voices of the Void — это крайне экспериментальный хоррор. Ведь вместо того, чтобы пугать тебя скримерами или неожиданными погонями, или вообще хоть чем-то, эта игра строит саспенс и нагнетает атмосферу. Что-то вечно движется вокруг тебя, за спиной раздаются шаги. Это что, космический корабль? И напряжение растет. Игра продолжает нагнетать все сильнее и сильнее, но... Как долго можно нагнетать атмосферу? Как вы думаете? Час, 2 часа, может даже все 10? Я не знаю. Наверное, время напряжения и страха у каждого человека разное. Но вот что я наверняка знаю, это время не равно 50 часов. Да, вы не ослышались. На обычной сложности, а тебе не дают выбрать сложность перед началом игры, день в игре длится 75 минут. Альфа-версия длится 44 дня. Умножаем 75 на 44 и делим результат на 60. Игра длится 55 часов. Но давайте будем снисходительны и скажем, что треть всего времени доктор Келл спит. Это все еще оставляет 37 часов геймплея. И на всей этой гигантской карте нет ничего, что могло бы поддержать интерес игрока на протяжении 37 часов. В Voices of the Void около 200 различных сигналов. И этого не хватает для игры, которая длится так долго. Уже к 20-му дню вы заметите, что за 30 минут вы можете 2 раза просканировать один и тот же сигнал. Примерно к 23-му дню меня все достало. И я так сильно хотел, чтобы хоть что-то произошло, что нарочно начал оставлять все двери базы открытыми. И знаете, что произошло? Ничего. Вплоть до появления желтых огоньков на 34-м дне ничего не навредит вам. И вроде, должно же в лесу по ночам бродить нечто страшное. Да, наверное, бродит. Я не знаю, ведь как только вы прокачаете стабильность серверов и робофури, у вас вообще потеряется какая-либо нужда выходить из обсерватории, разве что генераторы чинить. Хотя нет, и на эту проблему тоже есть решение. Более современная машина для плотских утех, Омега Керфус. Он в целом обязателен для прохождения, ведь 60% геймплея состоит из умирания со скуки и квейк-паркура по комнате. Так что марширующий рядом робот со спокойствием священной индийской коровы и блаженной улыбкой — это единственное, что скрашивает ваш внутриигровой день. Только посмотрите на него. Ни одной мысли в этой голове. Это как смотреть за рыбками. Бесполезно, но прикольно. Давайте я скажу это сразу. Игра не страшная. И самое главное, что вам нужно понять, это то, что игра и не должна быть страшной. Да, здесь есть куча отсылок к существующим хоррор-медиа, но это и есть всего лишь отсылки. Voices of the Void — это интересный симулятор поиска сигналов из космоса и любовное послание жанру хоррор. Вот и все.
Но я заходил в игру с ожиданием того, что сейчас испытаю самый панический, самый правильный хоррор-экспириенс, но это неправда. В плане хоррора Voices of the Void это очень скучный, долгий и посредственный опыт, но если заходить в нее с ожиданием получить маленький, интересный симулятор сканирования крутых штук в космосе, то вам правда может понравиться. Но тем не менее, Voices of the Void получает от меня 7 из 10. Я знаю, что оценка может выглядеть заниженной, ведь она правда занижена. Оценка основана на моем предвзятом личном опыте, который не является чистой правдой. Лично я получил больше негативных эмоций, нежели позитивных, после 40 часов рыбалки и ничего не делания. Мой опыт был испорчен моими же ожиданиями. Если вы прямо сейчас запустите Voices of the Void, ожидая получить прикольный симулятор исследования сигналов, а не жуткую жуть страшнейший страшный хоррор, то я гарантирую, что вам понравится. Настоящая проблема игры состоит в том, что на момент альфы она не может даже в теории вытянуть собственный вес в 37 часов прохождения. А я напоминаю, что 37 часов это 4,5 прохождения Cry of Fear, 9 прохождений Lost in Vivo и целые 12 Amnesia The Bunker. Может быть, здесь правда и самые незабываемые и неожиданные события, но стоит ли ради них играть 20 часов в симулятор ожидания? Недавно вот вышла новая преальфа, и она выглядит странно. Обсерватория стала внешне круче и реалистичнее, но мне кажется, что это движение не в ту сторону. В течение всего прохождения меня злило то, как много пустого пространства в игре, и с изменением обсерватории в игре стало еще больше пустых пространств. Верным решением было бы уменьшить всю карту, чтобы локация ощущалась более насыщенной, а не наоборот, разбавленной и скучной. Но я не разработчик и надеюсь, что он продолжит работать над игрой, ведь это правда проект с невероятно ярким потенциалом для развития. Тем более, она бесплатная, в отличие от своего чересчур дорогого и не очень интересного прародителя Signal симулятора. На этой ноте я оставляю эту гигантскую, но пустую обсерваторию и иду в следующую игру. При помощи этого крутого лифта! А, стоп, еду забыл. И этот ролик спонсирован моим Бусти. Если вы хотите поддержать меня и получить доступ к моим артам, шизофреническим высказываниям, костям оригинальной ролевки, которую я придумал за 10 дней, архиву стримов и самое важное, раннему выходу роликов, то я приглашаю вас на мой Бусти. Надеюсь, вам понравится. Я хочу кушать. Купите мне покушать. В 2021 году вышла маленькая загадочная игра Inscription. Вы просыпаетесь в темной избушке. Перед вами скрытый в темноте силуэт. Только 2 безумных глаза пялятся на вас из бездны. Давай сыграем, предлагает он. У вас нет выбора. В игру идет все. Кровь, жизни, кости, зубы и даже глаза. Inscription была мрачной смесью карточных игр и таинственного ужаса. Только вот как будто в ней чего-то не хватало. А, точно! Здесь же должен быть помповый дробовик! Перед вами Бакшот Рулет. Ультра жестокая версия русской рулетки, только вместо пустого барабана и одной пули у вас дробовик с пустышками и одной активной дробью. А может и с 2 или 3. А какая следующая? Давай проверим! Тебе нужны деньги. И в мире разработчика, где вся материя состоит из ржавчины, а боги мертвы, способов заработать не так-то и много. Но не волнуйся, у тебя есть хороший вариант заработка. Игра в русскую рулетку с монстром по имени Дилер. Да, именно с монстром. Ранее мы можем заметить человека, и он гуманоид, в отличие от этого шведского митбола с обрезом. А также, запуская ваше сердечко, ваш спаситель, упоминая дилера, будет говорить о нем как об этом. Как уже было сказано ранее, это русская рулетка. Поэтому, очевидно, вся игра с дилером строится на простой удаче. Выстрели в противника или шмальни в себя. Если выберешь себя и тебе повезет, то твой ход продолжится, и у тебя будет еще один шанс выстрелить. И если тебе не повезло, то... Во-первых, мне очень жаль. Во-вторых, я попробую соврать твоим родственникам и сказать, что ты погиб геройской смертью, а не как лох. Пока!
В один момент может показаться, что вы разгадали секрет игры. Это ведь простая математика. Зная заранее количество пустышек, можно легко вычислить процент риска. Вот, допустим, в первом раунде вам дают 3 дроби. Одна заряжена, 2 пустышки. Логически верным вариантом будет повернуть дуло на себя, и с шансом 60% это будет пустышка. Не так ли? Ну, как показывает моя практика, шанс того, что ты выстрелишь себе в лицо, равен 90%. Дилер, кстати, тоже не застрахован от этого. Поэтому время от времени можно наблюдать самые грустные сцены рейдж-квита из жизни. Эй, не расстраивайся, шанс на победу все еще есть. Настоящая тактика начинается с появлением предметов. Давай опять вспомним Inscription. В ней предметы использовались как мини-читы, которые давали небольшое преимущество против вашего оппонента, добавляя победные очки или придавая вашим картам определенные свойства. Но в Buckshot Roulette предметы напрямую связаны с вашим геймплеем и тактикой боя. Нож дает отрезать часть дробовика, превратив его в обрез, тем самым увеличив урон вдвое. Интересный факт. Обрезы в реальной жизни не делают оружие мощнее, оно лишь увеличивает разброс. Второй интересный факт. Пустышки в реальной жизни небезопасны. Это все еще смесь свинца и пластика, которые вылетают из дула ружья на сверхвысокой скорости. Пиво дает безвредно избавиться от заряженной дроби. Сигареты восстанавливают здоровье. Почему самые вредные вещи в жизни помогают вам в этой игре? Я не знаю. Таковы правила жизни в измерении ржавчины. Также есть лупа, позволяющая в наглую посмотреть на то, какая дробь сейчас заряжена, и наручники, заставляющие вашего оппонента пропустить ход. Вы уже можете представить пару тактик. Например, сразу напрашивается комбинация лупы, чтобы проверить заряженный патрон, и ножа, чтобы в 2 раза увеличить урон выстрела, в котором ты уже можешь быть уверен. Или в случае, когда шанс выстрелить равен 50 на 50, вы можете просто надеть на врага наручники и безопасно выстрелить 2 раза, не подвергая себя риску. Кстати, интересная деталь. Ваши анимации и анимации дилера отличаются. Если на вас использовать наручники, то дилер с силой прикрепит вас к столу. А если вы используете наручники, то монстр напротив послушно возьмет их и самостоятельно обездвижит себя. Может быть, это игровая условность, а может, это яркий пример того, что дилер играет по-честному. У него те же предметы, то же количество хп и та же грустная ситуация, что и у вас. И если говорить честно, в этой, казалось бы, рандомной игре у него значительно меньше шансов на победу. Ведь после каждой перезарядки именно вы совершаете первый ход. А если правильно воспользоваться выпавшими предметами, нередко можно выпустить целый магазин, так и не дав дилеру права хода. Постоянно кажется, что монстр, сидящий напротив, немногим отличается от вас. Основная разница лишь в том, что вы можете выиграть, а он в любом случае останется здесь. На это намекает бесконечный режим, где после победы можно выбрать «Все или ничего!» и начать бой заново, как ни в чем не бывало. Если вы умрете в последнем раунде, вы правда умрете. Дилера же постоянно накачивают новой порцией крови, через силу продолжая его существование. В игре этого не видно, но в финальных раундах дилер скажет «Никаких больше дефибрилляторов и перекачек крови». Теперь при проигрыше вы умрете. Также перекачивание крови очевидно во время победы в раунде, когда последний выстрел заставляет вашего врага буквально взорваться, выпустив пару литров борща, съеденного ранее. И все это насыщенное безумие длится всего лишь 20 минут. 20 минут, наполненных напряжением, азартом и в каком-то смысле даже весельем. Лично мне игра показалась настолько иммерсивной, что при каждом выстреле я заранее закрывал глазки и морщился. И вся эта тематика вычурнутой сатиры над азартными играми, где на заднем плане всегда играет рейв, а в конце жуткой перестрелки вы выигрываете базиллион долларов, комично, блин. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Сраным лузером! По-моему, Buckshot Roulette это смелые 8 из 10. Из минусов могу лишь рассказать про цену. 100 рублей. Это меньше, чем двойной чизбургер в Маке. Но справедливо ли вообще просить плату за 15-минутный опыт? Я не могу дать на это ответ. Если разработчик сказал, что хочет получить деньги за свой проект, то пусть получает. А я иду к следующей игре. Иногда сюжеты задают нам вопросы. Что здесь произошло? Что привело к тому, что произошло? А что дальше? Но в этот раз я столкнулся с необычным вопросом. Он звучит как «Что?». Мне сложно выражать эмоции. Завидую другим. Они делают это естественно. Мне же приходится осознанно контролировать каждую мышцу своего лица. Каждое утро
я иду в ванную, чтобы отрепетировать выражение лица на сегодня. Все. Это вся информация, которую мы получаем в начале игры. Хотя, по факту, мы не начинали игру, ведь в главном меню не было кнопки «Начать», была лишь опция «Проснуться». Эта игра Who is Lila. Но поверьте, кто такая Лила на данный момент, информация второй важности. Ведь вы не знаете ни кто ваш главный герой, ни что происходит, что нужно делать, в каких отношениях вы со своими знакомыми, в своем ли доме вы находитесь. Мы случайно получаем контроль над телом неизвестного нам человека, без малейшего понимания того, зачем мы вообще здесь, в чем наша цель и почему основная механика игры — это безумные кривляния нашего вечно присутствующего правой части экрана лица. Это та история, где, сколько бы я ни отвечал на поставленные вопросы, каждый ответ будет лишь глубже погружать вас в бездну новых вопросов. Девушка на обложке игры — это Лила? Да, это Лила. Девушка, которая исчезла в твоей школе, это Таня Кеннеди? Да, это Таня Кеннеди. Твое лицо, оно что, двигается само? Как будто мешает отвечать на те или иные вопросы. Да, он мешает, но долго он сопротивляться не сможет. Он под твоим контролем. Who is Lila — это самая таинственная загадка, которую только можно испытать. Ведь элементарное наличие общего сюжета — это уже тайна. Редко получается испытать подобное количество вопросов, ведь эта история заставляет почувствовать себя новорожденным жирафом, который только что свалился в Элизиум, упав с 3 метров, и не успев осознать, что у него 4 ноги, уже вынужден куда-то топать. Само движение сюжета может зависеть от малейшего поворота не туда или неправильно выбранной эмоции, которая превратит, казалось бы, спокойный диалог в неописуемый ужас. «Я хочу подождать ее там». «Я хочу просто подождать ее там». Вы улыбнулись. Это выглядело очень странно. Интересно, почему? Элли выглядит почти испуганной. «Извини, мне некомфортно говорить с тобой. Ты не мог бы уйти?» Каждый мой диалог с женщинами. Геймплей уходит далеко за рамки игры, переходя на страницу Тани Кеннеди в Твиттере, где можно получить ответы на некоторые загадки. Кое-где верхняя часть странички в Стиме поможет вам узнать пароль. И я уже молчу про установку говорящего демона на компьютер и нахождение паролей в гигантских научных документах, посвященных внешнему общему сознанию и материализации тульп-мемов. Говоря про то, что я раньше не видел подобных сюжетов, я говорю правду. Who is Lila — это совершенно уникальный по своему содержанию и подаче проект, аналогов которому тупо нет. Я настоятельно рекомендую вам залезть в эту кроличью нору и самолично убедиться в том, что она поразительно глубока. Сколько здесь концовок? 4, 6, 12 или больше? Это 9,5 из 10. Мне очень жаль, что я не могу дать более подробный обзор на эту игру, но сколько бы я ни говорил, попытки дать вам ответы на вопросы, которые ставит эта игра, лишь создают больше вопросов и больше запутанности. И вообще, зачем это все перечислять, ведь это спойлер, а игра сюжетная. Игра полностью заслуживает свою оценку только за то, что это тот опыт, который вы не сможете испытать в какой-либо другой игре. Я приглашаю вас погрузиться в эту тайну, и, возможно, может быть, вы все же сможете ответить на вопрос, кто такая Лила. Спасибо за просмотр, дорогие мои зрители. Я буду невероятно благодарен, если вы расскажете в комментариях о том, понравился ли вам этот формат и стоит ли мне продолжать Dreadlist. Ну и подписку с лайком не забудьте оформить. Я слышал, что это бесплатно. И огромное спасибо моим бустерам, которых вы видите на экране. Вы делаете мою жизнь легче и сытнее. Всем огромное спасибо и до новых встреч.